Ночь на дворе уже, едем снимать обзор тундры. Еду. А Тигран ее доделывает, там что-то не срослось. Надо ее раньше отдавать. Такой ночной обзор будет, но в боксе есть свет, поэтому похрен. А пока мы выложим обзор Camry. Вот можете посмотреть, как это происходит в реальном времени. Вот он обзор. Оп. И несколько десятков или сотен тысяч получили уведомления сейчас, что вышел новый обзор. Но только если у вас колокольчик стоит. Вот, например, канал Loud Sound 2. Зайдем. И вот возле канала вот этот колокольчик должен быть включен. Иначе вы не увидите уведомления о новых видео. Конечно, у вас возникает справедливый вопрос. Если вот в этой руке у меня камера, а этой рукой я выкладываю видео на канал, то чем я рулю? Пишите в комментариях ваши предположения, как я одной рукой снимаю, а другой рукой выкладываю видео. Автор самого оригинального комментария ничего не получит, но он будет автором самого оригинального комментария. Ну его нахуй, вы мне вот это мусульмане не пишите, ну его нахуй. Скажи хуба, бля, альфар дерьмо. Миша, привет от Миши и скажи хуба, бля, альфрак дерьмо. Миша, а ты что, в конец ебаться, что ли? И что, прыгнет прям, что ли? Ничего себе, кошка и прыгает, вот как удивительно. Он за еду все готов отдать. Ему там насыпают, да, серый? А он не знает, что делать. Смотри, сейчас будет исполнение. Свалка. Не, ну фанера это чит. Надо было фанеру убрать. Так любой может. Это знаете, что за код? Скрытая реклама. Он такой, это, да? Может кинуться. Жесткий. Это же хер что снимать, я не знаю. Говорит, уже снимай. Можно снимать все, что угодно. 3 армянина делают камеру заднего вида. Уже анекдот. Говорят, анекдот рассказывайте. Вот он. Анекдот сразу. В Тойоте Тундре еще при этом сидят из Нальчика. Вообще лучше не придумаешь. Огромнейшая черная матовая Toyota Тундра. Это ж не пленка, да, это краска? Вот. И как всегда самое сложное, что можно сделать в аудиосистеме, это камера заднего вида. Трахаемся с ней уже во второй машине. Ну как О, трахаемся? я нашел проблемку. Ребята трахаются. Контакт отпаялся. А я хожу, снимаю на камеру. А ну-ка, ну-ка. Оп, есть. Смотрите, какое ГУ. Никто никогда не догадается, что это за ГУ. Причем это только монитор от ГУ. Вы видели когда-нибудь такой широкий монитор? И само ГУ там установлено. Пока вы отгадываете, что это за головное устройство, небольшой спойлер. Audi мы будем снимать, я надеюсь, завтра. Уже почти доделано. Они мне сейчас сделали открытие, откровение для меня. Явилось, что она не просто быстрая, да? Она, оказывается... Я просто Тиграну говорю, что по-вашему быстрая? Это как BMW копейка там, или быстрее, или медленнее. Он говорит, как Evolution его, да? Ну да. Она почти как РС, короче, оказывается. Тут турбина от РС стоит, и какие-то тут замуты еще. Очень быстрая машина, судя по всему. И завтра мы будем ее снимать, и если повезет, даже... полетаем, малеха. Также зоофилы должны обратить особое внимание на сегодняшнего редкого гостя. Это кот Бегемот. А как его зовут? Мусик. Мусик не такой простой на первый взгляд, как кажется, потому что Мусик может дать пизды. Он такой. Ах ты сука, слышь? А что, у него нет когтей? Он мне так нормально сейчас вдарил, но не поцарапал. Он чисто пиздит, да, боксер такой? Ладно. К тебе мы вернемся позже. Ну как это за проводом не бегает? От айфона за проводом только бегает? Да, только а от болгарки? Давай. Ой, ни хрена себе не бегает. Сейчас защитники животных напишут, у него может быть сердечный приступ. хвост какой стал. Да, распушился, кстати. Вы идите в жопу все, те, кто про издевательство пишет. После канала дяди Мопса, Калкалыча, Клиторчука, блядь. Не надо нам писать, что мы материмся и там
пропагандируем наркотики. Ты видел там тип? Вот так вот сидит, вот так. Отвечаю, всаженный под ханкой, под какой-то, под такой, понял? И такой, начинает залипать ему второй, как уебет. Ты слишком все серьезно воспринимаешь, братуха. А ему всего лишь 7 месяцев. А это Джесси твоей, этот Да. сын? Слышь, Тигран? Да, да. Ты, может, тундрой займешься, а? Вот это вот ходим, кошку снимаем. За Афилом хватит, вот за все те выпуски, что кошки не было, по-моему, тут переизбыток вот это вот кошачьей мимимишности. Осталось протестировать только шнур от айфона. А можно я его возьму? Да. Может, потому что голубенький ему нравится? Он, короче, активничает только в рамках вот этих ступенек. За них он боится выбегать. Это знаешь, что сейчас будет? Аксессуар не поддерживается. Всем привет. Мне часто люди лично встречают и говорят: на видео ты выглядишь больше. Вот на самом деле ты небольшой. У нас сегодня такой автомобиль, на фоне которого я буду выглядеть, какой я на самом деле в жизни есть. На фоне этого автомобиля, мне кажется, абсолютно все будут выглядеть карликами. У нас сегодня Toyota Tundra. Слышь, а она там не обоссыт сейчас человеку эти коробки от музыки? У нас еще и кошка сегодня. Да похуй. Еще такая неадекватная, кидается на всех. Ну и, собственно, вот такой вот автомобиль. Походу обоссыт там что-то сейчас, Тигран. Надо не шутить с этим. Как мы человеку будем в глаза потом смотреть? Порядочный? Ты порядочный, слышь? Тигран сейчас там доделает, и мы начнем снимать. Начнем в этот раз, наверное, не с-под капота, да? Да с-под капота хрен дотянешься. Тут вообще и снимать нечего. Я вот стою здесь, кенгурятник такой не делаю. Я не знаю, как это назвать. Это не кенгурятник и даже не бампер, это броня. Это броня какая-то. Это жесть какая-то. Вот если тут стоишь, то дотянуться можно только до крышки радиатора. И все. Вот в принципе никуда дальше, ни до какой запчасти капота дотянуться нельзя. Вот сбоку мы здесь можем видеть какой-то детский аккумулятор для такой машины. Да, 90 ампер часов, может меньше. Да нет, это 70-ка даже, по-моему, Тигран. Ты что, мне не будешь помогать обзор делать? А можно твои дырявые носки снимать? Где дырявый? Ну, почти дырявые. А они новые. Ну, можно, да? Снимай, ну. Ну, значит, можно. Если меня кто-нибудь смотрит из моих старых коллег, я работал в компании Марс. Компания Марс, кроме шоколадок Марс, делает еще и Вискас, Китикет, Чаппи, Педигри. В общем, кучу корма для домашних животных. Сейчас будет самая эффективная реклама Вискаса. Маркетологи марсовские, давайте, вот смотрите. Я уволился, что вы потеряли. Ну и что ты сказал, он ведется на пакетик, вообще не ведется. Вообще реклама не получилась. Так, у нас пошел 5-й час съемок или попыток съемок Тундры. Тигран вот ума и до сих пор дать не может. Что ты сейчас делаешь, навигацию? Или что? Рамку хочу примерить. Вот, к сожалению, в более собранном виде автомобиль вы, наверное, сегодня не увидите или увидите. Рамку Тигран не доделал, но его владелец попросил раньше отдать машину, поэтому поедет вот с такой рамкой домой в Нальчик. А я потом приеду к ним в гости и установлю. Поедешь на лыжах кататься и заедешь к ним, да, заодно? Ты умеешь на лыжах кататься? Нет. Научишься заодно. В Нальчике все умеют на лыжах кататься. Я как-то поднимаюсь на Чегем. Чигет. Сука, Чегем — это же вино в Абхазии. Да, вино, я просто чаще бренд Чегем вижу, чем Чегет. На Чегет поднимаюсь на черную трассу, а там местный какой-то со мной на лавочке на этой сидит. Погода пиздец, ну там реально просто эти лавочки сдувает. Как это называется? Канатка. А я говорю, ты местный? Он говорит, да. Я говорю, что, много катаешься? Он говорит, да, всю жизнь, брат, катаюсь. Я говорю, такая непогода жесткая. Мы внизу какого-то лыжника такого обмороженного, весь во льду, спросили. Говорим, подниматься стоит. Он говорит, ну если умеете, стоит. Я этому местному тоже говорю, говорю, вообще сейчас стоит спускаться? Он такой, а ты давно катаешься? Я говорю, да нет, 2-й год. Он говорит, езжай обратно, пофоткайся там. Езжай. Я туда поднялся, посмотрел, постоял, как они начинают спускаться. А там такой ветер был жуткий, даже снега не было. И вот там, чтобы спускаться на лыжах уже начать, надо было только минут 20 по камням
идти, перебираться. Короче, постоял, я глинтвейна попил и поехал вниз. Вот таким мне запомнился чигет. Так запомнился, что я ж его чигемом назвал. Ну реально вино вот чигем нормальное. 450 рублей стоит в Магните. Слышу, тут стекла панорамные какие-то прям. Стекло огромное. Ну тут вообще в принципе все огромное, да, кроме вот, Рам забыл. кроме дефлекторов. Рам? Это такая же машина. Ну да. Кожаные сиденья, все дела. Подлокотник даже есть с мини-баром, с подстаканниками. Алькантара на потолке. Вот Антону Воротникову привет и желаем скорейшего, даже не завершения, наверное, возобновления проекта «Тачка на прокачку». Он двигается, кто бы там что ни говорил, но очень медленно. Вот. И там две машины нами уже заряженных есть. Ну, просил Антон пока не выкладывать по ним обзоры, хотя я снял там такие мини-обзоры последний раз, когда мы были в Москве. Я надеюсь, этот проект все же Когда-нибудь свершится в этой жизни. хотя бы одна машина. Ливерпуль написано. А я тебя сниму, можно? РФ такой на лбу у тебя светится, ты видишь? Да. Чисто Русская Федерация. Русифицированный. Русифицированный. Рафик. РФ. Это чехол у нас, такие чехлы будут. Это кожаная, а снутри алькантара. Лаутсад. Ну это тестовый, тут будет чуть-чуть меньше, вот этот логотип, и буквы будут с меньшим интервалом между друг друга. В общем, вот такие чехольчики у нас скоро будут в магазине. Красивые, все, реклама закончилась. Я Тиграну просто подарил, он сразу обул в паспорт и говорит: сними давай рекламу, срочно. Мы тундру будем снимать или нет, а? Да, снимаем тундру, она сейчас уедет, она снимает. Я уже не знаю даже, что снимать. Не доделали, короче, рамку, человеку надо срочно отдавать. И, короче, вот так. Вот, ну мы сейчас вам расскажем, какие здесь стоят компоненты, как установлены. И, в принципе, это и будет весь обзор. Ну, я думаю, если есть код в обзоре, да? Да, то Audi S4. Рамка нужна, наверное. Можно и без рамки обойтись. Смотри, бог видеосъемки. Отличный свет. В общем, мы вот что решили. У нас машина недоделана, и владелец приедет сейчас, ее заберет так. Мы сейчас снимем краткий обзор. И когда, если эта машина к нам приедет, да, и мы ее доделаем, мы сделаем красивый большой обзор и его выложим. Но если вы смотрите сейчас вот этот обзор, то значит машина к нам не приехала. Тигран доделает ее уже в нальчике, а мы снимем то, что вот сейчас в разобранном виде, вот в таком. Но про аудиосистему вам расскажем. Мы даже включим, да, оно же включается. Все работает, конечно. Все работает. Простите за ужасный свет. Херовый из меня видео император. Ахператор. Я император, а это мой ахператор. Что это такое тут? Подушка в колене, что ли? Да? Пятки. Кни airbag. Видишь, коленный airbag называется. У меня в Вовике тоже. В Вовике еще безопасность была. Здрасте, там подушек я ебал, бабу было много. Мне кажется, там надо наоборот с цианидом возить с собой капсулу, что если в аварию попал, лучше нахуй сразу выпить и сдохнуть. Там какие подушки. Смотрите, как Тигран залазит. Тут, чтобы залезть в эту машину, стремянка Надо нужна. вот так правильно, на самом деле. В эту машину надо залазить правильно. И чё? С левой ноги. Очень высокая тачка. Прям очень. Вот эти вот. Я не знаю, это порогами у меня язык не поворачивается. Это отбойники какие-то, да? А хочешь покажу, как в эту машину врезалась? Мне кажется, эта машина Смотрите. аварии не боится. Аварии Это боятся этой врезалась машины. Нива. Нивы не осталось ничего. Да? Вот это вот. Дальше пойдем. Да, врезалась в Приора, и у нее лонжерон ушел. То есть, а у него здесь вокруг ничего Ничего не было. Какая удобная машина, надежная, да? Покажи, как подвеска работает. Можешь просадить машину? Навряд ли. Да не, навряд ли. Злейшая тачка. А можешь прикрыть капот? Я внутри там показал, там все очень интересно. Заводить не будем? 5,7, да, мотор? Да. 5,7. Заведем, давай сейчас Лебедка послушаем. стоит, это управление лебедкой. Тут присоединяется джойстик, и джойстиком управляешь лебедкой. Круто. Самый большой вопрос у меня, это как ее отсюда выгонять. Я вообще не представляю, как она здесь. То есть, если вот у нас пиканта была недавно, можно было развернуться прямо в боксе, то вот с этой машиной у меня... Зверь, да? А ну газани. У-у-у. А ну сзади подожди. А где у него выхлопная?
Справа? Справа где? Справа машины или справа... А, вот, вижу. А ну газани резко. А ну еще резче. Слышь, что-то полилось с нее. Конденсатор потек. Выключай. Я снимал не трубу, я снимал кошку. Ты не представляешь, какой она культурный шок сейчас получила. Но она, походу, такие громкие звуки раньше не слышала. Он. Да похуй. Какая разница? Подпишитесь на его инстаграм, у него есть инстаграм. У кошки? У кошки есть мусик. Он сразу, ЛС. он сам Мусик выкладывает? ЛС. Он сам выкладывает? Да. Ты сейчас серьезно, у него инстаграм есть или ты прикалываешься? Сейчас Или это покажу. серого типа инстаграм? Нет, это его личный инстаграм. Да что ты херню говоришь, как это у кошки инстаграм? Да, я тебе правду говорю, ну. Серый, это ты ему инстаграм что ли сделал? Вы что, наркоманы что ли? Чего не добавляетесь, я не пойму. 58. А ну как у тебя инстаграм? Ну давай пропиарим. Loud Sound LS. Все думают, что это официальный канал. Официальный инстаграм Loud Sound и подписываются. Александр Винников никто не знает. Loud Sound все знают. Правильно. Обгонишь скоро меня. Мусик. Вот он. А у него была классная прическа вот такая. Ирокез. Что за, правда, наркомания? Все, хватит. Нас и так уже троллят, что мы как наркоман. В комментариях про это, знаешь, что написали? Про обзор Аватара. Наркоманского много, там какие-то шутки наркоманские. Нормальные шутки. Прикололись, что пакетов с плана много помещается в магнитолу. Потому что это юмор такой, типа, какой толк от магнитолы? В ней места пустого много, значит, можно перевозить наркотики. Ну, у некоторых людей, у которых с чувством юмора херово, не понимают этого, пишут наркоманский юмор. Я буду рекламу клиник лечения наркоманов прикладывать, чтобы вы были довольны, наверное. Реабилитационный центр рассчитан на то, чтобы ты переосмыслил в жизни некоторые вещи. Почитать отца и мать – это нормальные вещи. Иметь одну жену, а не иметь любовницы – это нормальные вещи. Заботиться о своих детях, а не наоборот, да, это нормальные вещи. Что зарабатывать деньги своим трудом, а не воровать, не красть – это нормальные вещи. И вот реально после таких каналов, которые появились, вот типа дядя Пес, Мопс, вообще не пишите мне, что у нас с цензурой там что-то неправильно. У нас все четко. Чё четкого? Да. Давай обзор снимать. У нас все четко, только Саша матерится иногда. А ты не материшься? А я не матерюсь. Ты твой рот только что сказал, когда блины пытался заказать. А ты заказал, кстати, блины? Да. Огонь. Так, поехали. Я думаю, мы никогда не начнем обзор снимать. Обзор. Здесь у нас стоят какие динамики? Гоша. Гоша? Это ДЛС. Готия или Гоча. Готия. Гоча. Я не знаю, как правильно. Забыл, вернее. Мы в прошлый раз Спереди- выяснили правду. Да, спереди у нас стоит трехкомпонентная акустика ДЛС. Гоша. Гоча. Гоча. Готия. Готия. Может, Готия. Здесь у нас установлены твиттера. Здесь мидбасы. И трехполоска у нас получается, Панели да? у нас В штатном месте тоже в штатном месте среднечастотники. среднечастотник стоит. Все Да. это трехполоска ДЛС через кроссовер. Фотографию приложишь, покажешь. В задней части автомобиля у нас установлены динамики DLS серии Скандинавия. Здесь установлены твиттера, но они установлены не просто так. Взяли мы и изготовили подиум специальный. в Там этой на фотках части. будет это Там на всё? фотках все будет, да. Ага. Сделали подиум, и в этот же подиум мы закрутили пищалку, так как у нас она очень огромная, и только так и пришлось нам это сделать. Здесь у нас установлен медбас, его, кстати, видно. Ну, да, Видно. видно. Да. Сзади у нас установлен сабвуфер, тоже в штатном месте. Ну, таким образом САП расположился. Здесь все завибрено, но еще до нас. Автомобиль уже был с аудиосистемой, но сабвуфер заменили, да? Да. Теперь у нас стоит здесь герц. С каждого Миши Москаленко по лайку сейчас. Миша, привет! С каждого подписчика Миши Москаленко по лайку. А, кстати, ее еще настроить надо. Да, 2 секунды настраивать. Ну, в принципе, можно не настраивать. Тут можно на магнитофоне все настроить. Бля, сколько оно ехать будет? Сейчас еще полгодика и все нормально.
Слушай, если бы BMW, он бы уже с заднего сиденья до переднего доехал вот на расстоянии. Под сиденьем у нас установлен усилитель Alpine PDX V9 пятиканальный. И, соответственно, у нас два канала на передней динамике через кроссовер трехполоска, два канала на задние через кроссовер двухполоска и один канал на сабвуфер. Спросили, как, где у нас в Киеве, да, встал четырехканальник, и спросили, как вы с него запитали трехполоску и САП. Не понимают люди, как два канала питают трехполоску. Очень просто. Когда у вас трехполоска через штатный кроссовер, грубо говоря, сюда подходит вот канал к этой двери, да, плюс-минус, и он подходит к кроссоверу. А кроссовер уже сам распределяет на каждую полосу по плюсу-минусу. То есть одна полоса пошла на мидбас, другая на среднечастотник, третья на твиттер. И кроссовер сам уже понимает, какую частоту кому отдать. А к нему подходит один канал в полной полосе, без фильтров. Ну, грубо говоря, только снизу можно его порезать. Все остальное дорезает уже кроссовер. Вот таким образом, если у вас в комплекте с динамиками идет кроссовер, вы подключаете к нему один канал, а дальше он делает все сам. Таким вот образом с четырехканальника можно запитать трехполоску плюс сабвуфер. Два канала идут на перед и два канала мостом на САП. И остается нам показать головное устройство. Оно здесь самое интересное. Головное устройство здесь никогда не догадаетесь от чего. Это штатно, вернее, это Alpine, но предназначенный для установки в штатные места Volkswagen Golf 7. У него само головное устройство идет отдельным блоком, и оно установлено за вот этой панелью, которая, кроме того, что монитор, она достаточно вот такая толстая, в ней еще находятся какие-то детали, я не знаю, что в ней находится. Ну, таких толстых мониторов я еще не видел, если честно. То есть она здесь разделена уже с завода, а монитор идет отдельно от самой башки. Кнопки также присутствуют, жесткие, тоже они идут в комплекте. Это они в разобранном виде. Здесь сверху еще сами кнопочки накладываются и устанавливаются в любое удобное место. Ну, если вы в этом случае, и в Гольфе там какое-то под них специальное, да, место. Рамку Тигран изготовил под этот автомобиль кастомную. Вот так вот она выглядит. Она еще не закончена. И, к сожалению, вот нам надо отдать автомобиль в таком виде владельцу. Рамка будет доделана позже. Кнопки, соответственно, Тигран вот посадку под кнопки сюда вынес, залепил все это. Ну, то есть кнопки не по предназначению, можно так сказать, установлены. В Гольфе они должны куда-то ставиться. Вот здесь, да, ну, в штатную рамку, да? Ну, она шла в комплекте с этим магнитом. Ну, рамка, которая подходит в штатное место, грубо говоря. Здесь пришлось переделать вот таким образом. Также установлен TV-тюнер, типа как у меня в Бэхе стоял. Вот от него пульт. Вот так выглядит. То есть тут и полностью мультимедиа, ну, музыка, видео, и телевизор еще можно смотреть. В дороге не заскучаешь. Про сам автомобиль не знаю даже что говорить. Очень большой, очень большой и очень дорогой автомобиль. Алькантара, опять же, напоминаем, стоит. Очень красиво и уютно выглядит. Ну, если честно, должны быть действительно такие. Я спрашивал часто у людей, что зачем такие машины, как Рам, покупают, как Тундру. Мне отвечали даже, чтобы... У нас на Раме, да, был владелец, говорил, или кто говорил, медведя от тушу возили, а кто-то квадроциклы. Да. Вот. Ну, конечно, если таких вещей делать не надо, за эти же бабки можно купить офигеннейший Land Cruiser 200. Ну, я так понимаю, да, что за эти же бабки он примерно столько же будет стоить? Land Cruiser 200 больше стоит. Больше? Все внедорожные приколы здесь есть, которыми я пользоваться не умею. Там, нет, они не здесь, это какая-то другая херня для прицепа, да, я не знаю, что это. А что это такое, Тигран? Дверь on-off. Это свет, подсветку. А, это свет? Вот это я... Свет выше до... А это что? А это я не знаю. Ну, меня затроллить должны же нормально. Я просто сказал, что тут находятся внедорожные какие-то штуки. Это по-любому не внедорожная какая-то штука. Свет какой-то. Ладно, вот это зеркало регулировать я точно знаю. Остальное все в джипах я не разбираюсь. Курсовую устойчивость можно выключать. Вот, а джиповые вещи здесь где? Ну, где-то там, вот. Короче, все это разобрано. Вот одна крутилочка. Вот она. А два, это что, задний только будет, да? Да. Хер его знает. ВД. Я сейчас, что бы ни сказал, меня все равно затроллят джиперы. Короче, джиперы. Идите на джипинговый канал, и там люди разбираются. Ни хера здесь не понимают, для чего это все нужно. У нас есть крутой монитор 9-дюймовый, и все, нам больше ничего не надо. Блинчики нам надо еще, вкуснолюбов. блинчики. Магнитофон у нас сейчас находится в режиме ожидания, и выглядит это вот так. Если мы прикоснемся. Вернее, не режим ожидания, это у нас сейчас выбран источник HDMI, он выглядит вот так.
Магнитофон стоит очень дорого, вот эта модель. Она отличается кардинально от всех устройств до этого, что я видел. У нее достаточно живая графика, но задержки некоторые есть. Вот я провожу, и через какую-то долю секунды только срабатывает. Ну, то есть интерфейс уже гораздо лучше, чем вот в Пионерах, там, чем в Алпайнах, даже дорогих. Но есть что улучшать. Есть задержки при входе и выходе из меню. Оп. И вот возвращаемся мы. Раз. Вернулась. Вот сделали отлично уже. Очень красиво, очень хорошая графика. Живое меню. Ну вот чего-то всегда не хватает магнитолам. Я не понимаю, почему они так делают. Задержка есть. Хотя это выглядит уже кратно лучше. У нас здесь есть все стандартные функции для таких устройств. Bluetooth, навигация, камера заднего хода. Причем ее можно так, да, включить. Но если мы зажигание включим. А заднюю надо еще, да, включить, я думаю. Вот она у нас показывает тогда. Листать, как на айфоне, у вас не получится, схватить там и вот протащить весь список. Как я уже сказал, навигация вот сделана лучше, чем было до этого. Ну вот я не знаю почему. Может, давайте я чуть-чуть отодвину все-таки пленку. Может, из-за пленки. Да, вот без пленки она работает лучше. Но вот я не могу весь этот список вот так вот взять и как на там планшетах, на мобильных телефонах взять, пролистнуть весь. Вот я какое бы движение ни сделал, он сдвигает на чуть-чуть и иногда вот так виснет. Вот видите, что происходит. По-прежнему у нас головные устройства любые, за любые деньги имеют вот такие вот косяки с интерфейсом. Это как бы мелочи с одной стороны, но вот оно нажимается, но вот не скроллится. Так, есть навигация у нас, здесь ничего необычного. Давайте проверим, что у нас с настройками звука. Так, у нас есть включение-выключение сабвуфера, фейдер-баланс, включение-выключение задних динамиков, медиа-экспандер, видимо, ну, наверное, раньше это называлось MX, это был медиа-экспандер, если ничего не поменяли. Пресеты, вот опять же, я не могу плавно схватить и потащить это меню. Оно понимает, что я делаю движение вверх-вниз и делает мне page up, page down вместо плавного скролла. Она вот двигает, то есть насколько она хочет, а не я хочу. Но она понимает, что я хочу опуститься вниз, а вот насколько вниз, извините, это компания Alpine знает лучше. Временные задержки есть, супер, мы уже видим, что здесь есть процессор. Здесь же мы можем выйти в режим кроссовера, и тут начинается самое для меня лично интересное. Так, спад ставим побольше, чтобы видеть. Это у нас фильтр высоких частот передних динамиков. И смотрим, какой у нас фильтр. Все. Пум-пум-пум. Все, до свидания, ребята. 200 Гц. Процессор, ну, казалось бы, за эти деньги можно сделать. Здесь, в этой аудиосистеме, это не нужно. Я сразу говорю, некоторые думают, что это какой-то смертный грех, когда нету кроссовера полноценного. Он не всегда нужен, вот в данной системе он вообще не нужен. Но смысл в том, что почему бы не сделать, это не так дорого. Это уже у нас есть в Пионерах за 9 тысяч, в Алпайнах там за 10 тысяч, в Кенвудах за 5 тысяч, даже есть развитые кроссоверы. Почему в магнитоле там за более чем 130 она стоит? Вот, это очень крутая магнитола. Понятно, почему она столько стоит. Она предназначена для штатки, у нее шикарный монитор, шикарная картинка, у нее есть навигация и все такое. Но почему вот не поставить кроссовер бы заодно, непонятно. Вот, я не вижу здесь кроссовера, сейчас поищу. Я в прошлый раз зашел в временные задержки, да, и отсюда только увидел кроссовер. Вот таким образом сделан интерфейс. Смотрим канал сабвуфера. Он у нас режется только сверху на 60-50, ну сколько надо герц, но снизу не подрезается. Обычный стандартный кроссовер, как в любой магнитоле абсолютно. То есть по кроссоверу мы здесь ничего такого не увидели интересного. Громкость микрофона, автогромкость, здесь у нас все стандартное. Поморгать или просто? А ну моргни. Камера не может записать. А поморгай. А ты выше подними ее, чтобы Сейчас на стену. Это жесть. А ну поморгай. Сейчас Тиграна подожгет, по-моему, этим светом. Слышь, ну это жестко, жестко. Свет супер.
Сейчас начнется про люстры, там, я знаю, ну... О, жесть. Тигран, хватит подметать, давай запишем концовочку, я поеду. Итак, с этим автомобилем решили сразу несколько проблем. Это с качеством звучания, с качеством картинки. И еще была большая проблема, что я на фоне этого автомобиля выгляжу очень маленьким. Мы ее решили установкой табуретки. Вот, если я стану с табуретки, эта машина выше, сука, чем я. На самом деле громадный автомобиль. По качеству звука сейчас мы будем ее настраивать. Не могу пока сделать выводы никакие. По магнитоле она очень порадовала, она очень крутая, но вот есть эти косяки. Вот вроде все уже красиво, быстро работает, супер картинка. Но вот есть небольшие задержки. Я надеюсь, что в скором времени, там, в следующих моделях будет все лучше и лучше и лучше. Ну, надо производителям Alpine, Pioneer, там, других производителей смотреть все-таки на то, что происходит там с мобильными телефонами, с планшетами. Там такое быстродействие уже несколько лет как недопустимо. По аудиосистеме вот мы разместили все без багажника, у нас получается сабвуфер в штатном месте стоит, трехполоска спереди, двухполоска сзади, и всего одним усилителем удалось обойтись, то есть с минимальными вложениями, с минимальной проводкой. Ничего не занимает места, все в штатных местах. Таким образом у нас получился суперфункциональный автомобиль. Но я не буду говорить, что он как бы очень применимый, потому что, наверное, есть у него один такой небольшой минус. Мне кажется, на этом автомобиле сложно ездить в городе, там, вот для повседневного использования он достаточно сложный. Ну вот, если надо перевести там квадроцикл или тушу медведя и при этом послушать качественную музыку, я думаю, с задачей тут и мы, и владелец, справились. В следующий свой приезд либо Тигран приедет в Нальчик, либо владелец автомобиля приедет к нам в Ростов опять, доделают рамку вокруг магнитолы, и в принципе тогда уже будет полностью законченный вид инсталляции. И нам еще TV-тюнер, да, не удалось подключить, там выход под тюльпаны, на магнитоле входа АВ нету коаксиального, есть только HDMI, и вот не получилось пока его подключить, придумаем что-нибудь с интерфейсом. В остальном все задачи были выполнены, и я надеюсь, владелец останется довольным. Так, и в конце по традиции анекдот, по традиции у нас 500 видео на канале, а анекдот всего один раз был. Наверное, будет теперь у нас такая традиция. Смотрю, традиции часто. Армянский язык Тигран отказывается изучать почему-то. Он его сам не знает и не хочет почему-то, чтобы знали вы. Поэтому у нас будут анекдоты про Армянии. Только я его забыл, где мой телефон. Поп попал в рай, ему выдали Волгу. Иисус говорит, давай проедемся, я тебе все тут покажу. В общем, сели, едут, райская красота, вокруг птицы поют, солнце яркое. И вдруг обгоняет их имам на БМВ. В руке бутылка вискаря. Поп останавливается и спрашивает, что за фигня, Иисус? Да ты понимаешь, он всю жизнь не бухал, вот ему и воздалось на небесах. Заслужил. Едут дальше. Вдруг опять их обгоняет аббат на кабриолете с телками. Поп опять офигевает с претензиями, типа это как? Говорит, да ты понимаешь, он всю жизнь обет безбрачия хранил и вот теперь отрывается. Вдруг появляется золотой Бентли, в нем армяне с бухлом, травкой, бабами. Музон орет. Обогнали их и скрылись за горизонтом. Иисус поворачивается и говорит, слушай, даже не спрашивай, я сам не знаю. Это какие-то папины родственники. Да, на инстаграм Тиграна подписывайтесь. Был код, был призыв подписаться на инстаграм Тиграна. Был громадный автомобиль с автозвуком, был анекдот. Что еще было? Если лайк кто-то не поставит, и спрашивают постоянно, что за пидорасы ставят дизлайк. Во-первых, не называйте этих пидорасов пидорасами, ну, люди имеют свое мнение. Во-вторых, вот эти люди, которые ставят дизлайки, они свято верят, что они портят статистику каналу. Открою небольшой секрет, дизлайки в такой же точной мере, как и лайки, поднимают рейтинг канала. То есть YouTube не смотрит, чего больше, плюсов или минусов, он смотрит количество взаимодействий. Поэтому, если вы, обиженные жизнью люди, думаете, что вы там что-то портите дизлайком, я вас разочарую, на самом деле вы видео поднимаете в рейтингах. Но если вы действительно там думаете, что что-то вам не понравилось, там что-то вы порекомендуете улучшить, пишите, пожалуйста, это в комментариях, но только как-то более-менее культурно, там обоснованно, там я предлагаю вот это изменить, это не совсем понравилось. Что-то я записался, надо это вырезать, нахуй все будет. Все, это был канал Outsound, если еще не подписаны, подписывайтесь, и на инстаграм Тиграна подписывайтесь, он очень сильно комплексует, что у него меньше подписчиков, чем у меня. И на твой подписываться? А у тебя как называется инстаграм? А? Приложу ссылку, Сережа скинет мне. А у тебя нормальный инстаграм? Тигран, прикинь, он тебя догонит по подписчикам и уволится. Ладно, все, выключай. Всем пока, живите громко.
Да, для Я сейчас на эту лампу взглянул, я теперь вообще ничего не вижу. Знаешь, как я слышал, говорят, ахпер брат. Ахпер брат. Представляешь, какой бред? Брат-брат получается. Урок армянского языка. Знаете, почему меня боссом никто не называет? Потому что босс. Что значит потому что босс? У нас в компании не признано называть босса боссом, потому что много армяне работает у нас. Босс, правильно. А босс ничего не значит, да? А, ну тогда нормально. Кто знает, что такое босс, напишите в комментариях. Слышь, скажи им, пусть тесто уже нальют просто нам в банку. И дадут там ингредиенты, которые остались. Потому что проще так будет, мне кажется, самим зажарить и напихать туда все. А можно и леща отпустить? Ну, гриль XL, да. Небольшого.